Ребята, всем привет, с вами Андреевка Лайф. У нас лето продолжается сезон вишни, где-то уже может заканчивается. В общем, мы решили приготовить из вишни пирог, американский пирог, называется коблер. Коблер вообще это, как я уже сказал, американские пироги. Придумали их вообще в Англии. В Англии их делали с мясом, а вот американцы додумались их делать сладкими. В общем, в качестве начинки там выступают либо фрукты, либо ягоды. И тесто здесь не играет такой главной роли, как у нас, допустим, в пирогах. Оно находится только сверху. И, соответственно, особых навыков при работе с ним не нужно. Коблер у нас получается родной брат крамбла. Крамбл — это тоже американский пирог. Мы его, кстати, делали на канале. Это был у нас яблочный крамбл. Посмотрите, здесь будет ссылочка в верхнем правом углу. Пирог был обалденный, очень вкусный. Поэтому приступаем к вишневому коблеру и смотрим ингредиенты. Для теста нам понадобится сахар. Сахар мы разделили на две части, потом расскажу для чего. Так, нужна нам будет мука обычная, кукурузная мука, соль, разрыхлитель, экстракт ванили, холодные сливки густые. Теперь для начинки. Это у нас вишня замороженная, мы взяли уже почищенная, чтобы не заморачиваться, мы взяли такую. Вода, опять же сахар, опять же мука, опять же соль, опять же экстракт ванили, корицы немножко, сливочное масло и лимон. Ингредиенты суперские, поэтому начинаем. Ребята, высыпаем в такую, довольно-таки большую миску муку, кукурузную муку, половина сахара, разрыхлитель и соль. То есть это у нас такие сухие ингредиенты. Размешиваем вилкой, или ложкой, без разницы. Ребята, теперь сюда отправляем экстракт ванили и холодные сливки. Видите, какие у нас густые. 33%. И тоже размешиваем, можно ложкой, можно вилкой. Ребята, достаем. Теперь нам это тесто нужно разделить на 8 частей. Так, пускай будут. Нормально. Ребята, теперь берем остатки сахара, которые у нас для теста, высыпаем в тарелку, в миску, как захотите. Формируем типа шарик, обкатываем в сахаре. Ребята, теперь это все накрываем пленочкой и в морозилку, пока мы будем заниматься начинкой, чтобы тесто немножко, заморозилось, так скажем. Все, убираем в холодильник, морозилку вернее, и приступаем к начинке. В такую довольно-таки большую сковороду масло отправляем. Сейчас растает немножко, будем туда вишню добавлять. Отправляем сюда вишню. Сюда же отправляем сахар. Все остальное, что у нас есть. То есть это у нас мука, соль, корица, ваниль, экстракт ванили, вода. Так, сначала перемешаем. Теперь сюда нужно потереть цедру лимона. И сюда же выжимаем сок лимона.
Размешиваем. Как только закипит, будем закрывать крышкой где-то минут 15-20 до того момента, когда начнет вода уже выпариваться. Ну, короче говоря, начнет густеть это все хозяйство. Огонь должен быть чуть ниже среднего. Ребята, наша начинка готова. Ну, честно говоря, она стояла не 20 минут, а полчаса. Вот, но это ничего страшного. Теперь начинку эту отправляю в нашу форму. Запах, конечно, вот и вишни, и корицы слегка такой, ну, очень вкусный запах. Разровняем немножечко. И теперь сверху, ребята, вот мы достали из морозилки наши кусочки теста. Прям укладываем так на расстоянии друг от друга. Допустим, вот так, так, так. Пускай вот так будет. Отлично. Вот. И ставим в духовку. Духовка у нас разогрета до 205 градусов уже. Ну, где-то на 25-30 минут до золотистого цвета нашего теста. Увидимся. Посмотрите, пирог у нас стоял ровно 30 минут. Такая красота получилась. Я сейчас прям нюхал запах обалденный и от теста, и от начинки. В общем, сейчас дадим ему минут 15 остыть и будем пробовать. Подавать мы будем его, как обычно делают, это с мороженым. Ребята, пирог у нас, коблер наш, остыл, но не до конца, потому что все-таки его надо подавать теплым. Поэтому мы сейчас берем и накладываем. Ну, то есть, да, не такой пирог, как в нашем понимании, но здесь главное вкус, ребята. Так, и сверху сейчас мороженым будем украшать. Ребята, ну, блин, я попробую вишенку, то есть начинку сначала. Не сильно сладкое, прям отлично. Я думаю, с мороженым сейчас будет огонь. Посмотрите, тесто готово. Рассыпается такое. Бомбически. Все вместе. Кисленькой вишни. И вот и тесто, в принципе, оно же тоже сладкое у нас. И мороженое просто бомба. Больше мне добавить нечего, ребята. Пока вы сами не приготовите, не поймете, какая это вещь. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, писать комментарии, ставить лайки. Не забывайте также прожимать колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Также мы представлены во всех соцсетях. Находите нас там, будем очень рады. А мы с вами прощаемся на неделю, как обычно. Всем здоровья, всем пока!